К сожалению, я русскоязычна, и у меня тогда полились слезы из глаз от того, что оказалось, есть научное определение или как обоснование всем этим чувствам, которые я испытывала. Такие ханы, батыры, всадники, эти памятники, то есть стесняются, да, как бы аула в себе. Я думаю, что деколониальность – это же просто правда. Мгм. Это просто речь идет о правде. А в авторитарных обществах мы привыкаем к лжи. Кымсон, Юшкымсон. Кто ты? Никто, не забывай. Без имен, Да, безликие, да, без да. какой-то личности. Наши прабабушки, прапрабабушки, но от них не осталось имен. Эскимо по 3 копейки, дружба народов, коммунизм. Устали от романтизации совка? Мы развеем эти и другие мифы в нашем подкасте «Одеколон». Всем привет, это подкаст «Одеколон» на Баштан-Башта. С вами я, Айда Айдарова. И сегодня у нас в гостях Сауле Сулейменова, художница из Казахстана, одна из главных голосов деколониального искусства в Центральной Азии. Здравствуйте, Сауле. Здравствуйте, Расскажите, Айда. пожалуйста, немного о себе. Меня зовут Сауле Сулейменова. Я родилась в Алмате, в Казахстане. А, а, К сожалению, я русскоязычна, вот. Хотя мои родители как бы в 60-х, 70-х годах очень много отдали сил на возрождение как бы национального самосознания. Вот. Да, я художница с архитектурным образованием. Вот. И, наверное, последние лет 15 я благодарна тому, что появилась формулировка тех мыслей и чувств вот в виде деколониальности. Это как бы выражение всех этих сумбурных мыслей и чувств, которые я испытывала на протяжении всей жизни. Да, расскажите, пожалуйста, что для вас деколониальность, как вы ее проявляете в своем искусстве? Вы знаете, я вот просто на самом деле просто работала, у меня была такая серия работы, серия работ «Казахская хроника», выставка АМ Казах в 2010 году. И вот тогда же мне написала Мадина Тластанова. И я тогда же от нее впервые услышала это слово «деколониальность» вот в 2010 году. И у меня тогда полились слезы из глаз от того, что оказалось, есть научное определение или как обоснование всем этим чувствам, которые я испытывала, и которыми которые двигали меня в работе. Потому что моя вот эта вот серия «Казахская хроника», она была о том, что я хотела выразить как бы дух казахского народа без пафоса, без создания каких-то сказок, какой-то лжи, к которой мы привыкли в советское время. Вот. Потому что как бы наше официальное искусство, оно всегда это были такие ханы, батыры, эти всадники, эти памятники, да, красавицы такие в Саукиле, какие-то там тазы, это собаки там с красавицами, все такое очень приглаженное, все очень такое красивое. И мне казалось, что как бы для того, чтобы создавать такое искусство, там столько комплекса неполноценности, то есть люди не считают себя достойными, красивыми, такими, какие они есть. То есть стесняются, да, как бы аула в себе, да, или как бы пытаются его спрятать. Вот, и поэтому у меня была такая идея, очень такая амбициозная, это трудно понимаемая для меня, но мне, как для вообще, то есть даже мне было сложно объяснить, но мне хотелось сказать, да, я казах, I am казах, через настоящее, через правду, а не через ложь. Вот. И я обратилась к архивным фотографиям.
Вот. И, ну вот же красивые люди, да, и что? Не надо им увеличивать глаза, там, не надо им там делать их более европейскими, там, чтобы они были красивыми. Не надо ничего делать, они и так достойные, красивые люди. Да. Вот. И то есть и мне казалось, вот именно вот в такое вот как бы обращение к этим фотодокументам и попытки их, как бы я их рисовала, то есть я смотрела на эти фотодокументы и рисовала их на как бы красками, вот. Но фоном были фотографии нашего настоящего. Это старые обшарпанные стены какие-то, гаражи. Вот с этого начиналось. И Мадина Тластанова мне, когда написала, она стала задавать мне вопросы, вот. И это было удивительно. То есть человек, я ее не знала, она из Москвы, она тогда жила в Москве, она не казашка, вообще как бы не из Центральной Азии. Но она при этом задавала такие вопросы, то есть и я поняла, что на самом деле, то есть это называется, то есть деколониальная оптика, Да. то есть то, как бы то, что я пытаюсь, как бы, как я пытаюсь говорить о казахском, о казахскости, да, это вот Через получается искусство. через эту оптику. То есть словами я не могла даже сформулировать. Я помню, в 2010 году на моей выставке «Ам Казах» ко мне, у меня брали интервью, и журналист спрашивает: а вам не стыдно так называть выставку? А я говорю: а что стыдного? Ну это же стыдно, это же национализм. «Ам Казах» сказать. Я говорю, вот на самом деле, да, тут вообще на самом деле выставка так называлась, потому что это было написано детьми мелом на стене. Я сфотографировала. То есть это даже не мои слова. Вот. Вот так. Настолько это стигматизировано, Да. что даже вот простое проявление того, что ты говоришь о своей идентичности, Да. уже воспринимается как за национализм, за Да. фашизм. Да. Расскажите, пожалуйста, было ли какое-то событие, может быть, что вас вдохновило или побудило ко всем этим чувствам, которые далее вылились в вашей выставке? Ну, тут много было как бы так сумбурно, много было всего. Но началось с того, что я просто шла по городу и смотрела на стены, на какие-то гаражи, на тени деревьев, а, а, и думала: боже мой, вот же она красота. Ничего не надо делать. Не надо никакого гламура, никакого глянца для того, чтобы было красиво. И я стала думать о том, что а вот можно же говорить о красоте, о достоинстве через правду. Почему мы Не думаем, нужно что... приукрашивать. Да, не надо ничего приукрашивать. Вот. И просто на самом деле как-то так произошло. И фотографии. И у меня был фотоальбом академика Алькема Аркулана, фотографии из его архива. Они практически все сейчас в Санкт-Петербурге, в этом этнографическом музее, там, кажется, оригиналы этих фотографий. Вот. И это было потрясающе, да, там эти люди, это еще до шаршелыка, это еще до всех этих травм, страшных травм 20 века, и они все очень красивые, достойные. Вот. И я подумала, ведь я же могу вот это соединить, вот эту красоту и правду настоящего и прошлого, и перемешать, перетасовать эти времена, и вот как бы так сказать такие вещи. Вот и просто как бы дальше, потом, когда я стала работать с пакетами, это логически произошло. Потому что, то есть сначала меня вдохновляли простые какие-то стены, гаражи, мусорки, доски объявлений, а потом и пакеты, они стали логичным продолжением, потому что это тоже как бы наша реальность, Да. да, и это тоже правда нашей реальности. Вот как бы зачем что-то приукрашивать, вот. И как-то так, наверное, да, вот. А потом просто, видите, я думаю, что деколониальность — это же просто правда. Мгм. Это просто речь идет о правде. Мы просто очень в авторитарных обществах мы привыкаем к лжи.
да, ложь нас окружает везде, да, вот. Постоянно какой-то подмена понятий происходит. Вот. А расскажите, пожалуйста, возникают ли сложности в использовании, наверное, деколониальной оптики? Вот какие сложности возникают, когда вы это все превращаете в искусство? Так. Ну, вот когда я только начала, вот я помню, во-первых, знаете, было смешно. Когда я делала вот эти вот серии, вот эту «Казахская хроника» и потом «Айм Казах», это было смешно, потому что люди говорили, что я позорю казахский народ, изображаю их на каких-то фоне мусорок и обшарпанных старых стенах, что я их неприглядными какими-то изображаю. Вот. Еще мне Диана поделилась, что в вашем искусстве неотделимая часть — это гендер, о том, что не может быть деколониальности без гендера. Да. А расскажите, пожалуйста, об этом тоже, ваше понимание. Ну, вы знаете, вот даже вот здесь вот я вот показываю работы из моей последней, как бы моего исследования такого, которое я назвала «Бельгисес Келин», да, неизвестная девушка, невеста, да. Потому что я думаю, конечно, это очень напрямую связано, потому что женщины, да, они как бы, то есть это получается двойное давление, двойная колонизация происходит. То есть первая колонизация, Абсолютно. как бы, да, это как бы общая, да, касающаяся всех, и вторая двойная гендерная уже внутри семьи, потому что на нее накладывается слишком много как бы обязательств и претензий, и при этом как бы вот это воспитание как сказать, в придавлении своего достоинства и своего самосознания, или как бы. То есть на этом выстраивается, к сожалению, часто как бы построение нашей как бы вот гендерной идентичности. Вот. И поэтому для меня это очень важно. Вот. У меня целая серия есть Келин, да, ну вот Уш Келин, да, вот у меня целая серия Келин. Почему? Потому что мне интересно думать о том, что происходит с именно вот с человеком, как бы женщиной, девушкой, когда она вот только выходит замуж. В этот момент у нее совершенно нулевой отчет. Потому что когда она попадает в новую семью, в чужую семью, как говорила моя первая енешка, это свекровь, она мне с утра звонила, и чтобы я не забывала, говорила: «Кымсын, еш кымсын». Кто ты? Никто, не забывай. То есть слишком нос не задирай, вот, и не забывай, что ты пока еш кымсын, да, вот, пока ты никто. И надо, понимаете, то есть, и потом с этого нулевого отчета женщине надо зарабатывать очки. То есть огромное количество каких-то процедур, да, чтобы заработать очки, чтобы быть кем-то. Вот. И ты проходишь через это. А просто так ты не человек. А мне интересно смотреть в лицо вот такой с нулевым отчетом девушки, да, потому что, мне кажется, она все равно кто-то. Она человек. Конечно, конечно. Вот. Потом вот сейчас вот Бельгисес Келин, вот то, что я сейчас исследую, потому что благодаря СМД и вот «Караван по дорогам памяти» они меня пригласили, и вот мы ездим по Центральной Азии, вот, и так здорово, и мы ходим по музеям в разных, были волшебные, Ош, Джалалабад, Узген, в Узбекистане, Ташкент, Бухара, вот сейчас едем Каракол, и что интересно, вот мы много смотрим как бы документов архивных в музеях. И везде, где изображены женщины на фотографиях вот второй половины XIX века, XX века, чаще всего женщины иллюстрируют какую-то историческую ситуацию. Предположим, там шаршылык, голод, там, или депортация, там, или что. Женщины и дети иллюстрируют эту ситуацию. А когда на фотографии появляются мужчины, чаще всего внизу есть их имена.
или хотя бы какой-то их социальный статус. А женщины, они просто иллюстрации. Часто бывает декоративная иллюстрация. Вот как вот эти девочки, которые, это казахские девочки на Наурыз, вот, они просто как цветочки, да, должны вот эти танцы танцевать, да, вот просто вот Без иллюстрировать. имен, безликие, Да, без да. какой-то личности. Да, вот интересно, почему. Да, а вот эта вот опашка кыргызская, да, в самолете, да, вот просто я думаю, что от нас остается, да, вот наши прабабушки, прапрабабушки, от них не осталось имен, вот. Они дали нам жизнь, благодаря им мы живы, да, благодаря им мы такие, какие мы есть. Но от них не осталось имен. Мы, казахи, знаем все жета-ата, да, шежире, 7 отцов, всех Мгм. 7 дедов, но мы не знаем 7 матерей. Жета-ана, Да. ешкім білмейді, да, никто не знает. Да. Вот. Расскажи- Поэтому, да. Расскажите, пожалуйста, чуть, наверное, поподробнее о своих работах, чем вы сейчас занимаетесь и как вы это делаете. Последние, вот я где-то уже 10 лет, как занимаюсь, я называю это целлофановая живопись. Вот. Целлофановая, ну, потому что я работаю только с пластиком и вот мусорным пластиком. Вот то, что люди используют, покупают, там даже сейчас только покупать стали пакеты, а в основном пакеты даются бесплатно, да, в магазине. Мгм. Ты покупаешь морковку, тебе дают ее в пакете, вот в таком желтом, например, или в розовом, в овощном магазинчике, да, там. Да-да-да. Если ты получаешь сойлок, какой-нибудь подарок, да, то ты получаешь его в таком красивом пакетике. Или когда после Да. тоя накладывают Да, или еду. саркат, да. Да. Вот ты получаешь в таком. То есть пакеты окружают нашу жизнь везде. Это наша реальность. И они очень яркие, чаще всего. Да. Бывают, конечно, прозрачные, белые, но очень много ярких пакетов, на которые уже тонны краски потрачены. Вот. И вообще это вот началось в 2014 году, когда я ехала по степи из Астаны в Алмату. И едешь, и вся степь вот вдоль железнодорожных путей — это пакеты, баклажки. Вот, они так прибиваются, их люди убирают, а они еще летают по степи и шуршат. И вот когда, например, ночью поезд стоит в степи, да, и слышно ветер и шуршание пакетов, они везде, они везде, мы окружены ими тотально, вот, и они не растворяются в почве, с ними ничего не происходит. Я вот просто подумала, что это такой материал, который надо использовать в искусстве. То есть то, что очень плохо для нашей почвы, очень хорошо для искусства, потому что мы же, художники, все озадачены тем, как попасть в вечность, правильно? Да, да. А вот тут получается, что Уже вечный материал. да, уже вечный материал. Здорово, очень интересно. М. Я, наверное, у меня, в принципе, это все, что я хотела Да. вас спросить. Не хочу вас Ага. больше задерживать. Тогда подведем такой итог. Есть ли что-то, чем вы хотели бы поделиться? Ну, не знаю, мне вот мысль, которую я вот благодаря вашему кыргызскому СМД, я так благодарна, да, благодарна каравану по дорогам памяти, потому что я смогла посетить прекрасные такие места Кыргызстана и Узбекистана, вот, и я поняла очень такую важную, удивительную вещь, что мы живем в одном культурном поле, вот. Драгоценное наше культурное поле, оно нас объединяет, Центральную Азию. Это так здорово, вот. Но при этом мы очень разные. Вот и говорят, кыргызы-казахи похожи. Нет, родственники, братья, нет. Совершенно разные народы и совершенно... Да. Она сказала, согласилась. да, совершенно разные народы, удивительные, каждый по-своему, вот. И меня поражает дальше и больше я вижу. И даже красота кыргызская, она совсем другая, чем казахская, она другая. Вот. Абсолютно согласна. Она абсолютно согласна.
Спасибо вам большое, Сауле, за ваше время, за вашу работу. Очень красивые работы, очень осмысленные. Спасибо всем нашим слушателям, зрителям за то, что Спасибо. были с нами сегодня. Смотрите работы Сауле и ждем вас на наших следующих эпизодах. До скорых встреч!